Приветствую всех у себя на канале, меня зовут Кристина, и я кочую по миру. Сейчас мы на какое-то время зависли во Вьетнаме, а конкретно в городе Дананг, и сегодняшний выпуск будет не про путешествия, не про приключения, коих в моей жизни немало, а просто про бытовое, про рутину. Сегодня мы с вами отправимся в супермаркет, который находится в Дананге, и я сделаю обзор на цены, на продукты, вообще просто покажу, что есть в супермаркете в Дананге, что можно купить и что покупаю лично я себе просто в обычной жизни. В Дананге мы уже, наверное, 5-й месяц находимся, но не подряд. Мы приезжали изначально по визе, по туристической во Вьетнам на 3 месяца. После 3 месяцев мы уезжали в долгое путешествие по Филиппинам. Сейчас мы вернулись с Филиппин, и на какое-то время мы снова будем во Вьетнаме, в Дананге, и периодически путешествовать по другим странам этого региона. Мы еще не были в Индонезии, съездим туда. Про Дананг я снимала отдельное видео про достопримечательности Дананга и список моих любимых едалин в Дананге. Список едалин значительно с того времени расширился. Я отдельно делала обзоры и кидала локации все у себя на канале в Telegram, поэтому обязательно подписывайтесь туда, там меня больше, там больше контента, он выходит, по крайней мере, там чаще и более подробный, нежели на YouTube, потому что на YouTube, пока я смонтирую видео, пройдет много времени. Мы отправляемся с вами в один из самых крупных супермаркетов, которые есть в Дананге. Вообще, конечно, Вьетнам и конкретно Дананг — это не место больших супермаркетов, больших торговых центров, и, конечно, тут нет такого шопинга, нет такого обилия ТЦшек, как, допустим, в Таиланде и в Малайзии, в Куала-Лумпур, по крайней мере. Вот, но тем не менее один более-менее хороший супермаркет здесь есть, и мы с вами отправляемся в корейский супермаркет Lotte Mall. Так как мы планировали во Вьетнаме не только путешествовать, но еще и сделать себе такую своеобразную базу и пожить здесь какое-то время, потому что хоть я и не люблю Вьетнам, но по рациональным причинам здесь довольно выгодно, и поэтому мы здесь остались. В общем, мы с Кириллом купили байк, да, Кирилл? Сколько стоит, как купить байк, все полезные гайды, локации у меня на канале в Telegram. Мы приехали к Lotte Маркету, здесь парковка, она бесплатная, большая, удобная, есть для байков и для автомобилей. На первом этаже, как и в любом, наверное, азиатском супермаркете, есть разные кафешки, фастфуд. Здесь в основном, вот здесь вот такая лоттерия. Она как будто бы сеть какая-то во всех азиатских странах. Мы ее видим, да, вроде бы? А, нет, это в Лаосе, да, она была в Лаосе, а еще есть Jollibee, или как-то так, да, называется. Тоже она и в Таиланде, и в Лаосе, и везде. Здесь очень-очень много корейцев, они прям вообще тусуются большой бандой в этом супермаркете. Мы сейчас с вами едем на эскалаторе, едем на 2-й этаж. Мы сейчас поднимаемся на 2-й этаж. Здесь у нас аптека есть посередине торгового центра, такой пятачок, который полностью заставлен какими-то лавочками, и где продаются сувениры, очки, вот там вот если увидите вьетнамские шляпки, штаны со слонами, футболки со слонами, платья со слонами, в общем, все, что можно. Кстати, здесь довольно невысокие цены, можно прикупить себе сувениров, если вы хотите. Корейцы этим активно здесь занимаются. Они покупают чемодан, они покупают себе парные костюмы. Девочка платьишко со слонами, молодой человек, ее партнер, покупает себе шортики или штаны со слонами. И вот они вот так парно ходят. А мы с вами поднимаемся на 3-й этаж. На 3-м этаже начинается именно супермаркет. На 3-м этаже продаются хозяйственные вещи для дома, для быта. Так что начнем оттуда, посмотрим, что там есть. Точнее, покажем вам. Я-то знаю, что там есть. Попали мы на 3-й этаж, на начало супермаркета. И здесь, вот как я и говорила, продаются и сувениры. Кстати, вот он, молодой человек, себе костюмчик прикупил сувенирный. И, в общем, здесь вот такие ряды. Куча различных бытовых вещей, которые могут понадобиться. Очень много различных контейнеров. Есть пластиковые, есть стеклянные. Прям выбор на любой вкус и цвет. На самом деле, вот это даже не обязательно покупать здесь. Лучше все-таки это заказывать на Лазаде. Наверное, всякие такие бытовые вещи я вам не буду показывать. Их все-таки можно и на Лазаде заказать, можно и как-то где-то купить. В общем, то, что не особо сильно привлекает внимание. Из интересного, что тут еще есть, здесь очень много одежды. И можно выхватить реально классных футболок.
Мы себе покупали с Кириллом футболки здесь, и они были прям очень хорошие, очень качественные футболки и штанишки. Куча различного мыльно-рыльного, шампуни, кондиционеры, гели для душа, все, что нужно. Некоторые марки обычные, которые мы знаем. Такой вот гель для душа, да, он стоит 139 700. И есть вот различные какие-то, это скорее всего прям вьетнамская косметика, набор, шампунь и гель для душа, он стоит 159 тысяч. Вот тоже какой-то гель для душа, который стоит 98 тысяч. Мыло вот такое жидкое частенько беру. Вот такое хорошо прям пенится, его надолго хватает. Отличное мыло стоит 29 900. Вот это мне нравится меньше, но если что, вот еще такое есть 31 900. Вот такое мне нравится мыло, оно ароматное. Ой, кокосовое. Есть оно с разными вкусами. Стоит 29,90. Кирилл, возьмем мыло? Что у нас по стирке? Я беру просто вот такие вот обычно капсулы. Вот такая упаковка на 30 капсул стоит 133 тысячи донгов. Есть вот такая стирка жидкая. Ее, наверное, кстати, даже выгоднее брать, чем капсулы. Вот здесь 2 килограмма вот этой вот жидкости за 101 900. Но к ней еще кондиционер надо будет покупать. Здесь какое-то огромное количество очень больших упаковок. Вот такая упаковка стирки, я ее даже не подниму, не смогу. Она стоит 238 тысяч. И вот такой бюджетный вариант стирки. Это порошок 720 грамм. Стоит 41 500. Ну и, конечно, всегда все самое недорогое, это которое промаркировано от Lotte Mall. То есть вот с такой вот наклейкой, где же она, как вам показать, вот с буковкой L. Вот это будет все самое недорогое. Вот здесь у нас 5,5 килограмм плюс 1,5 килограмма в подарок. Стоит 183 тысячи донгов. Средства для мытья посуды. Если я не ошибаюсь, здесь ничего не понятно. Некоторые есть, вот, которые азиатские, прям вот это вот японские. И на них ничего не дублируется по-английски. Тут нужно использовать Google Translate, только он вам поможет. Ну да, это все жидкость для мытья посуды. Я нашла надпись на английском. Вот там она. Здесь также есть очень большие упаковки жидкости для мытья посуды. Вот за 114 тысяч донгов 3,5 килограмма. В общем, надолго хватит. И, конечно, такие большие упаковки выгодно покупать, если вы живете на долгий срок. Я взяла себе вот такую жидкость для мытья посуды. Она стоит 32 900. Видите, тоже этот Lotte Mall. Здесь 1 килограмм, 1 литр. За 5 месяцев, мне кажется, половина только израсходовалась. Кто был в Таиланде, тот наверняка узнает вот такую вот жидкость для мытья посуды. Она в каждом 7-Eleven не продается, только очень маленькая. И вот она стоит 27 200 за 750. Можно ее доливать, один раз купить, потом вот такие вот штучки доливать, покупать. Они стоят 24 800. Сейчас мы отправляемся за самым интересным, за моим любимым, за продуктами. Поесть-то кто не любит поесть. Но если вам недостаточно обзоры на хозтовары, на одежду, то обязательно пишите мне в комментариях на YouTube, чтобы я это знала, и чтобы в следующий раз, когда я пошла, и вообще, если нужны такие обзоры, нужны, если вам это нравится, если это вам полезно, то обязательно дайте мне знать, и я схожу и сниму то, что вам на самом деле интересно. Поднявшись на 4-й этаж, мы с вами напрямую попадаем в продукты, в овощи. Посмотрите, здесь вот яблочки нас встречают, акции кенийские яблочки за 54 900. Кстати, неплохие яблочки, я, знаете, люблю как раз-таки вот такие настоящие, которые не блестящие, потому что блестящие это все такая химоза, мне кажется, пластиковая, какая-то невкусная и не настоящая. А вот такие яблочки выглядят очень прилично. Вот уже французские яблоки за 99 тысяч. Ну вот они, кстати, выглядят ни о чем. Видите, они прям такие супер блестящие и выглядят как будто бы не настоящие яблоки, а как будто бы просто пластик какой-то. Драгонфруты здесь прям вообще стоят очень недорого. Они сладкие, но при этом не приторные, очень хорошего качества, ничего нет побитого и плесневелого. Здесь красные драгонфруты стоят дешевле, чем белые. Красный 21 900 и вот там беленький
34 900. Мандаринки, даже не знаю, они, наверное, имеют какое-то свое название. Я из них вообще делаю коктейльчики. Я их просто выжимаю, добавляю туда имбирь, добавляю туда куркуму, и получается отличный такой витаминный напиток. Килограмм 19 900. Авокадо просто моя любовь. Здесь есть несколько видов авокадо. Длинный авокадо мне не нравится на вкус. Круглое очень-очень вкусное. Оно стоит 39 900. Оно прям такое ореховое, сливочное. Вкус у него очень мне нравится. Всякие привычные нам, конечно, овощи здесь тоже дорого стоят. Вот, допустим, перец 15 900. И это за штучку. Брокколи 79 900 за килограмм. Вот такой пучок. Он, кстати, легкий достаточно. 20 тысяч стоит. Спаржа стоит 160 тысяч за килограмм. Небольшой пучок так на раз приготовить, допустим, с рыбкой 32 тысячи. Картоха 44 900. Здесь, кстати, вообще все отлично по овощам. Если, допустим, в Таиланде есть хорошие овощи, но они стоят очень дорого. На Филиппинах нету что дешевых, что дорогих. Там просто нет хороших овощей. Так вот, во Вьетнаме прекрасного качества овощи и при этом стоят недорого. Вот я сейчас стою, здесь прям помидоры пахнут как помидоры теплицей. 54 900. Репчатый обычный лук стоит 39 900. Морковка здесь стоит 27 500. И вот рядом хорошие огурчики. Они прям такие плотные, не водянистые, прям классные. Они стоят 31 500. Свекла 39 900. Очень много здесь разных орехов. Вот, допустим, грецкий орех 195 тысяч за 300 грамм. Макадамия орех 500 грамм 219 800. Очень хороший вот здесь, что он без химикатов, без всего. Кстати, я здесь брала вьетнамскую вот эту макадамию, ела. Действительно офигенные орехи. Во Вьетнаме очень просто найти хороший кофе. Есть робуста, арабика, мокка. Мы берем вот такой вот арабика. Это цельные зерна. Они прямо здесь их и молят. Как же без кофе? Вторая страна в мире по потреблению кофе. Здесь оно производится. Здесь куча офигенных кофеен. Мы берем зерна и нам прямо здесь его молят. Вот здесь разные виды кофе. Изначально оно выглядело вот таким вот образом, зерна. А ты берешь арабику, да? Да, вот арабика. И вот до какого вида они все измельчили. Ставишь лайк? Без чая здесь, конечно, тоже никак не обойтись. Чаек я тоже люблю. И здесь он есть не только, как мы привыкли, какой-то обычный черный и зеленый чай в пакетах. Такой, конечно, тоже есть. Вот Lipton Green Tea 71 900 за 50 пакетов. Огромный выбор, мне нравится. Я периодически беру, пробую. Вот 100 грамм 55 700. Зеленый чай. Есть подешевле, 39 500. Вот такими плавными движениями мы добрались до более существенной еды. Что у нас тут с вами есть? Чего, точнее, здесь у нас нету. В общем, креветки большие за 100 грамм 21 900. Кальмары у нас стоят 33 900 за 100 грамм. Есть какие-то неведомые мне зверушки. Не знаю, что это такое, не знаю, сколько это стоит. Как насчет личинок? 242 грамма 27 830. Не знаю, что здесь за рыба. Вот привычный нам лосось. Он здесь, конечно, не дешевый. 59 900 за 100 грамм продают. И вот такие обгрызки на суп. Я, кстати, пару раз варила уху. 31 000 за 300 грамм. Подошли мы с вами к курице. Вот такие ножки. 374 грамма стоит 44 319. 118 500 за килограмм. Филешка куриная стоит 96 тысяч за килограмм. Яйца 10 штук 35 500. Какой размер? Размер вроде бы это нулевка, но я не уверена. Вроде Элька. Ну да, те были Элька, потому что вот М-ка 31 000. Кокосовую воду, которую я здесь беру, именно вот такую, потому что во Вьетнаме состав не очень хороший, мне нравится, он гораздо меньше, чем в Таиланде. Стоит она 34 800. Очень часто они добавляют добавленный сахар, большое количество содержания сахара. Поэтому вот в этой нет добавленного сахара. Флаборжоми, но она капец какая дорогая. 500 миллилитров 54 500 в стекле. И вот такая французская тоже минеральная водичка 32 300 за 500 миллилитров. А вообще мы здесь берем то ли вьетнамскую, то ли какую-то такую местную минералку. Вот она
стоит всего лишь 8400. Вот такая нормальная минералка. Я просто очень сильно люблю минеральную газированную воду. Обычная питьевая вода 5 литров 26 700 за такой бутыль. Берем такой бутыль именно пить, не кипятить, а просто пить. А для кипячения, для готовки мы заказываем воду 19-литровые. И стоят они 53 тысячи за 19 литров. Еще одна приятность, которая есть во Вьетнаме, это хорошие сыры. Вот такой сыр, всегда его беру. Натурал он называется, стоит 100 грамм 53 700. И здесь реально хороший состав, не намешано никакого химозы никакой. Натуральный, хороший, вкусный сыр. Очень много едим сливочного масла, берем вот такой, это вроде бы новозеландское, да, новозеландское сливочное масло. Но вот этот соленый мы вообще берем не соленый. Вот соленый стоит 119 900, и вот я вижу как раз ниже, вот он, вот этот, который мы всегда берем, не соленый, он стоит также 119 900. Обычное молоко я не пью, я всегда беру кокосовое молоко, я его обожаю, я его добавляю в готовку, я на нем варю каши, кофе, в общем, отлично. Вот на самом деле вот это вот густое 84% молоко кокосовое, и оно прям как сливки. Стоит 34 300 за 400 миллилитров. И вот такое тайское ROD 53 200, тоже кокосовое молоко, отличный состав, что вот у этого, что у этого. Вот такое еще хотела вам показать кокосовое масло. 49 100 оно стоит. Вьетнамское, очень хорошее масло, 250 миллилитров. И это масло со мной путешествует просто по всему миру. Я вообще не представляю свою жизнь без кокосового масла. Я его пью, я им полощу рот, я с ним делаю маски для волос, я с ним делаю массаж для пяточек. Я, кстати, об этом писала у себя на втором телеграм-канале, который посвящен еде полностью. Поэтому подписывайтесь, везде много контента, в общем, много всего интересного снимаю и рассказываю. Себе домой беру вот такую гималайскую соль, большая упаковка. И сейчас здесь, смотрите, акция, 2 вот таких гигантских упаковки, всего лишь 50 900. Мне даже держать их тяжело, 600 грамм пишут. Я еще очень сильно люблю вот такое кимчи, беру 100 грамм, 13 400. А вообще оно есть прям в больших банках, но я особо сильно не вникала в состав, возможно, он не очень хороший. Вьетнам, конечно же, славится своими хлебобулочными вредными изделиями. Здесь невероятно вкусный хлеб, невероятно вкусные вот такие багеты. Стоят всего лишь 3900 за 200 грамм. Вы не представляете, какой здесь потрясающий стоит аромат. Посмотрите, какие шикарные круассаны. 19 тысяч. Но лучше брать те, конечно, что подальше, чтобы на них не летела пыль, потому что они здесь стоят прямо посреди зала. Там, посмотрите, пакетики вот такие берете, сами в этот пакетик себе кладете, что вам надо, и уходите. Больше всего я люблю эк-тарты. Я их просто обожаю. Я вообще не ем десерты сильно, сладости, ничто такое, но я прям не могу устоять от эк-тартов и какого-нибудь потрясающего вкусного хрустящего круассана. Мы подошли с вами к рису. Я всегда беру именно бурый рис. Белый рис я вообще не беру. Бурый рис. Килограмм стоит 33 900. И 2-килограммовая упаковка 78 900. Есть еще всякие разные черный, допустим, рис. Он стоит 65 тысяч. И на самом деле вариантов риса, конечно, в азиатской стране просто миллиард и больше. И вообще здесь, посмотрите, тоже, конечно же, есть гигантские упаковки. Вот этот еще он прессованный, его удобно поднять. Вот такая байдура 5-килограммовая стоит 229 тысяч. Кстати, когда-то мы были в Ниньбине, очень красивая провинция северного Вьетнама, и там мы ездили на лодочке по реке вокруг рисовых полей. Тогда они, правда, не засаженные были, а как раз в момент, когда высаживали рис, и мы видели, как сажают рис. И это очень интересно было. Ну что, на этом все. Мы докупили немного продуктов, которые я не успела заказать. Основные продукты мы сегодня заказывали в Grab. Можно заказывать из Lotte Mall доставку на дом из Grab. Быстро довозят, примерно минут за 40, за час. Ну, по крайней мере, если с утра заказывать, загруженность небольшая. Очень экономит время и получается дешевле, потому что когда мы приходим в магазин сами ногами, постоянно берешь что-то больше, чем нужно, потому что то нравится, вот тут хочу, это хочу. А когда заказываешь доставку, получается дешевле только потому, что покупаешь все именно по списку, то, что тебе необходимо.
Вот, на этом я, наверное, завершу. Я очень надеюсь, что вам было полезно, что вам было интересно. Если вы хотите еще какие-то обзоры, может быть, из супермаркетов, просто магазинов, бытовая, химия, техника, в общем, все, что захотите, обязательно пишите в комментариях. Если таких пожеланий и комментариев будет много, то я продолжу снимать и не только путешествия, но и обзоры, особенно из тех стран, где я буду задерживаться на какое-то продолжительное время, как это было в Таиланде, как это было в Турции, в Грузии, как сейчас это происходит во Вьетнаме. Спасибо за внимание, не забудьте подписаться на мой телеграм-канал. Всем пока!